Друзі рибалки, всіх вітаю на нашому канале. Ну что ж, друзья, давно вы нас не видели на рыбалке. Мы уже сами думали, что в этом году на рыбалку не попадем. Уже июнь, начало лета, а мы только первый раз выехали на рыбалку. Наконец-то у нас получилось это сделать. Получились такие удачные дни, выходные, хорошая погода. И мы выехали на свое любимое Каневское водохранилище. Наше любимое место. Вот сейчас я вам покажу, напомню. Вот. Уже мы полностью разложились здесь. Сейчас я вам все это дело покажу. Влад уже пробивает дно. Там с нами еще наш друг Витя вяжет свои снасти. В общем, выехали на рыбалку. Будем ловить целых 3 дня. У нас будет чисто такая фидерная рыбалка. У каждого фидерное удилище. Кто-то будет ловить на 2 удилища, кто-то будет ловить на 1 удилище. Я еще думаю, пока буду ловить на 1, потом, возможно, перейду на 2. Как показали прошлой рыбалки, дальняя дистанция — это чисто крупный лещ. Ну, бывает иногда подлещ. Ближняя дистанция — это всякая плотва, густера. В общем, обычная такая днепровская рыба. Я вам чуть позже покажу прикормку, на которой мы будем ловить. Ну, а наживка — это обычно там стандартный червь, опарыш. Так, значит, наше место. Вот мы натянули тент на случай дождя. Тут у нас стоит столик, все наши вещи, еда. Так, что у нас тут дальше? Вот наши палатки. Что Витя делает? Это Витя у нас тут. Что ты, Витя, делаешь? Ищу снасти, которые надо нацепить будет. Так, Витя у нас вяжет тут всякие снасти, крючки. Влад уже, наверное, дно пробивает. Да, Влад? Да, пробиваю дно. Расскажи коротко, на какой дистанции. Ну, ты вообще, что ты вообще планируешь делать? Как ты будешь ловить? Ну, место мы уже знаем. Рельеф дна тут не менялся никогда, сколько мы тут не были. Тут течения такого мощного нету. Поэтому мы знаем, что здесь пологий спуск, без каких-то явных таких сильных бровок. И знаем также, что по опыту уже более крупная рыба клюет максимально далеко. Чем дальше забросим, тем больше шансов на крупную рыбу. Поэтому я буду ловить на одно удилище максимально далеко заброшенное, на 3,9 свою палочку. А второе 3,6 буду бросать где-то поближе, метров на 40, может быть. Просто посмотрю, что клюет из мелочи. Если что-то интересное будет, продолжу. Если нет, буду ловить в основном на дальней дистанции. Так, спасибо за информацию. Ну, у меня, в принципе, будет все абсолютно то же самое. Значит, сейчас я показываю, на какую прикормку мы будем ловить. Ну и, собственно, приступаем к рыбалке. Значит, как я обещал, показываю нашу прикормку. Поскольку мы, как я уже сказал, будем ловить 3 дня, нам, скорее всего, этого замеса не хватит, потому что если мы замешаем слишком много, он, скорее всего, испортится. Поэтому сейчас замешаем одну часть и там, допустим, завтра, послезавтра замешаем уже вторую часть. В принципе, прикормка будет одинаковая, разница будет только там в ликвиде, в добавке, я потом покажу. Значит, и чтобы не занимать, ну, чтобы не тратить время, я не буду показывать весь этот замес, всю эту кухню. Все и так знают, что нужно насыпать прикормку, увлажнить ее водой, подождать, потом еще раз перемешать и увлажнить. Поэтому я просто покажу саму прикормку и как бы на этом все. Значит, сегодня мы замешаем 3 килограмма и думаю, на какое-то время нам этого хватит. Значит, мы будем использовать такой микс: 1 килограмм прикормки G-Stream плотва, потом килограмм прикормки тоже G-Stream Big Fish, большая рыба, затем возьмем килограмм прикормки Real Fish на ляща. В это все дело мы добавим вот такую интересную штуку. Ни разу, кстати, еще ее не пробовали, но говорят, что очень крутая штука. Это мука крилевая, ну то есть мука из креветки. Тоже будем ее использовать, попробуем. Очень хвалят, я думаю, что должна сработать. И этот замес мы замешаем на ликвиде. Вот такой ликвид от G-Stream тоже называется лящ пряный. Это такой ликвид, ну, с таким сладким ароматом и где-то отдаленно еще отдает ароматом специй. Вот тоже замешаем его с водой. Здесь написано, что этого пузырька хватает на 4 килограмма прикормки, но поскольку у нас прикормки меньше, мы немножко как бы оставим и замешаем на
ну, не будем использовать полную бутылочку. Замешиваются с водой, то есть перемешались с водой и затем увлажняем прикормку. А завтра мы будем использовать ту же самую прикормку, ну, там или завтра, или послезавтра, когда это закончится. Будем использовать абсолютно то же самое, чтобы потом не повторяться, только уже замешаем все это дело на вот такой меласе с ароматом карамели. Ну и, в принципе, сравним, там, что лучше сработает там, сегодня или завтра, как оно будет. Вот такой у нас вот будет замес. И еще забыл показать вам одну штуку интересную. Влад, хочу показать вот эту штуку, что рыбу считает. А ну покажи. Вот, чисто для себя хотим, ну, взяли, заказали в Китае, хотим ради интереса протестировать. То есть это счетчик рыбы. В чем фишка? Мы рыбу поймали, нажали на кнопочку, единичка, нажали еще раз на кнопочку, двоечка. Ну и так, в принципе, поймали рыбу и Такой, будет... да, некий соревновательный эффект у нас будет с Денисом. Смотреть будем, кто сколько, чтобы не считать рыбу, потому что ее считать нельзя, а просто будем нажимать кнопочку и потом там в конце дня или в конце рыбалки просто посмотрим на цифры. Да, то есть, ну, то есть мы не будем там прямо какой-то там устраивать супер соревнования, но тем не менее чисто для себя, просто для интереса, для души, скажем так, будем вот так вот считать рыбу, потому что в прошлом году, вот, чтобы вы понимали, если кто-то смотрел, мы здесь поймали на этом месте, в это же, кстати, время, поймали 20 килограмм рыбы тоже за 3 дня. То есть, по сути, то же самое все повторяется, посмотрим только, что будет по улову. Вот. И поэтому интересно все-таки в конце, кто сколько поймал хотя бы по количеству. То есть там не будем считать по весу. В общем, прикормку вам показал. Сейчас буду все это дело замешивать и будем приступать к рыбалке. Так, ну, в общем, мы полностью уже разложились, позабрасывали наше удилище. Ситуация такая. Ну, в общем, Витя ловит на 2 удилища, ближнее, дальнее. Тестирует разные дистанции. Влад тоже ловит ближнее, дальнее. У меня только дальнее. В общем, такая ситуация. Полное раздолбайство просто 80 уровня. На рыбалке не были уже больше года. Там уже в снастях все перемешалось, я уже все забыл. Привык, что в тубусе у меня есть там по 2-3 удилища. В итоге приезжаю сегодня на рыбалку. В тубусе одно удилище. На катушке намотана леска. Хотя, ну, фидером ловить на леску я как бы не привык. Только если ловлю фидером карпа. И, скорее всего, в том году последняя рыбалка была как раз таки на карпа. Вот, поэтому у меня леска. И еще у меня была одна катушка для пикера, маленькая катушечка. И там намотан тоненький шнур, я уже даже не помню какой там диаметр, или 0,1, или может 0,12, ну 0,10 или 0,12. И я решил, что лучше я буду ловить на маленькую катушечку, хотя с дальних дистанций я буду очень долго выматывать. Но тем не менее, лучше буду ловить на шнур, чем на леску, потому что, ну, ловить на леску на таких дистанциях, еще и на, ну, скажем так, на реке, хотя это все-таки водохранилище, но тем не менее, как бы на больших дистанциях не сильно хочется ловить именно на леску. Поэтому, ну, вот так вот, скажем так, опыт все-таки теряется. Теряется опыт, все забывается. Надо все это дело восстанавливать. Короче, ловим. Будут какие-то интересные моменты, будем включаться, будем все вам показывать. Влад, расскажи еще только вот по наживке. Что ты делал по наживке там на ближнюю, на дальнюю дистанцию? Ну, я буду экспериментировать, но сейчас для начала я поставил 3 опарыша на ближнюю дистанцию и 2 таких хорошеньких червя красных на дальнюю. Посмотрим, как будет по поклевкам, пока вот минут 10-15 тишина. Будем комбинировать, менять, пробовать. Посмотрим. Есть еще пуфики, есть еще какие-то там у нас эти спреи. Посмотрим, на что будет лучше реагировать рыба, на то и будем ловить. Так, а скажи, чтобы я ориентировался, какая палка у тебя дальняя, какая ближняя? Которая ближняя к тебе, у меня дальняя.
А это у меня ближе. А вот это левая, значит, у тебя ближняя, и правая это дальняя. Все понятно. У меня одна дальняя. Так, Витя, расскажи, что у тебя там, на что ты ловишь? 4 белых ловлю. 4 белых, какая-то дистанция у тебя, дальняя или ближняя? Неплохая. А, наверное, больше мелкая, чем дальняя. То есть это ближняя дистанция, правильно? Ага. Вот первый пошел. Все с почином тебя. Так, в общем, рыбалка это хорошо, но мы целый день были в дороге и как бы надо думать об ужине. Тем более сейчас пока ничего не клюет так особо. Витя поймал одну плотву и у нас с Владом пока тишина. Поэтому я решил заняться ужином. Кстати, давно мы уже отказались от обычного шашлыка. Делаем его крайне редко. У нас сейчас новый любимый рецепт. Это, ну, может, рецепт, конечно, не новый, но для нас как бы это новое такое блюдо. Мы его часто готовим. Это свиные ребра, замаринованные по специальному рецепту. Можно их готовить целыми пластами. Вот, да, вот такими вот. А можно сразу нарезать кусочками и мариновать их и готовить в таком виде. Думали сделать пластами, но поскольку, ну именно сегодня, да, но поскольку мы привезли их замороженные, ехали они у нас в холодильнике, разморозиться не успели, мы решили их все-таки порезать, чтобы они быстрее разморозились. Потому что если целыми, то ждать еще придется очень долго. Поэтому сейчас я их нарезаю и покажу вам, каким образом мы их маринуем. Я очень советую, вот кто любит делать всякие блюда на мангале, и шашлык уже немножко поднадоел, вот такой вот рецепт ребер, это, я думаю, будет идеальная замена шашлыка. Гораздо вкуснее, гораздо интереснее по вкусу. Да и, в принципе, совсем не сложно. Причем мариновать даже можно не заранее, а там приехали, например, на рыбалку, на природу, замариновали, там, пока костер сделали, то уже там через полчаса, там, минут 40 можно уже жарить. Так, ну вот, дорезаю я наши ребра. Они еще немножко, конечно, подморожены, но чтобы ускорить процесс, мы их сейчас замаринуем, и они довольно быстро размерзнутся. Ну и заодно замаринуются. Значит, это у нас маленькая емкость. Пересыпаем побольше. Ну и поскольку этот рецепт обычно Влад у нас, как бы он его и нашел, он его постоянно и все это дело маринует, поэтому Влад сейчас тут поассистирует, подобавляет, а я буду просто перемешивать, раз уже руки запачкал. Добавлю также такой комментарий, что с теми же ингредиентами очень вкусно получаются и крылья куриные. 3 ингредиента. Горчица. Можно острая, кто любит менее острая, хотя в готовом продукте остроты практически не чувствуется. Можно брать какую-нибудь сладкую, американскую горчицу, там еще что-то. Мы берем обычно обычную горчицу, либо острую горчицу, соевый соус и мед. 3 ингредиента. Даже соли, ни перца, ничего добавлять больше не нужно. Соль дает в достаточном объеме, соевый соус. Витя, а сколько ты ребер брал, чтобы мы понимали просто... 2,7. Ну вот здесь будем считать почти 3 килограмма ребер у нас. Вот, если на 3 килограмма, можно спокойно стандартную 130 здесь грамм горчицы, всю, тем более вот по виду она не очень острая, можно ее всю туда давать. Мед у нас здесь 170 грамм, наверное, тоже весь мы туда его кинем. Угу. Единственное, что, учитывая, что здесь мед, стоит следить при жарке, чтобы не горело, вовремя переворачивать. Так вот. И соевый соус. Соевого соуса наливаем так, чтобы это все немного разбавилось. Ну, как я понимаю, соевый соус, он же и заменяет соль у нас. Он же заменяет соль, и он основную жидкость дает. Ребер у нас немало, поэтому выльем весь.
У нас тут было полбаночки, 500, ну то есть здесь где-то 200-250 миллилитров мы сюда выливаем. Все, И теперь перемешиваем это все. Давай перемешаем. Уже давай. пачка. То есть по факту маринад полностью готов, ничего сложного. Мед, горчица, соевый соус. Мы не говорили там прям точные какие-то пропорции, потому что их по сути нет. То есть вы тут На такие вкус. ингредиенты, что нельзя испортить. Даже если вы там дадите больше горчицы, больше меда, больше соевого соуса, хуже не будет точно. То есть ну, примерно так, как бы, ну, скажем, это то самое блюдо, которое можно готовить на глаз, скажем так. Единственное, что чем больше меда, тем больше оно будет чернеть, пригорать. И тогда ну, просто чаще переворачивать, и все будет хорошо. Крылья получаются замечательные и ребра. Ну вот мы с этим рецептом, наверное, уже года 2 и просто супер. Не надоедает, потому что шашлык уже все. Шашлык свое уже отжил, ну, по крайней мере, у нас, на наших рыбалках и в нашем отдыхе. Все, такая однородная масса получилась. Чем-то сейчас накроем от мух, и оно постоит часок. А можно вот, кстати, вот этим и накрыть. А пока пойдем попробуем что-нибудь еще поймать. Ну, так это уже что-то покрупнее у тебя. Почти на картошку. Ага. Похоже, подлещик. Ну что, поймал? 4 опарыша. Так, вот пока у нас горит костер, хочу вам показать один очень полезный лайфхак. Вот приезжаете на место, видите, здесь висели свиньи. То есть это, кстати, это такая почти заповедная зона, тут очень мало людей, природа, много всяких животных. И вот такой вот срач, вот рыбаки, кстати, оставили, прикормка, ну, какая прикормка, такие рыбаки. Вот, но это не важно, в принципе, какая прикормка. Берем вот это все дело. Оно много места вам не займет, много времени тоже на этого не потратите. И просто вот так собираем это все дело. Кто тут насрал, это останется на их совести. Но, тем не менее, мы будем сидеть в чистоте, на красивой, замечательной природе. Вот так вот. Ну, хотя бы вот основное позабирали. Вот полный пакет. Тут нашего мусора почти нету. Ну, заберем это, выкинем уже там где-то в городе. Под вечер поднялись волны. Клёва нет. Ну, в принципе, как и всегда, в первый день особо мы на клёв не рассчитываем. Так было и раньше. На удилище колокольчик. Это означает то, что у нас в процессе приготовления ужина. Вот жарятся наши ребра, дрова подготавливаются. Все как положено. То есть сегодня рыбалки особо не будет, я так понимаю. А уже вот завтра все пойдет как надо. Вот такие получились у нас ребра. Как раз, кстати, хорошо так совпало. Жар был небольшой. И они абсолютно не подгорели. Долго-долго томились просто на таком слабом жаре. Аромат просто невероятный. Поэтому будем сейчас ужинать. Так, друзья, уже 4 утра. Вот только встал. Сейчас снимаю из палатки. Влад там уже сидит. Сейчас покажу вам, какая невероятная красота. Довольно редко удается встать так рано. Вот смотрите. О. Полный штиль. Идеальная погода. Влад, ты еще не забрасывал? Влад тоже только встал. В общем, тоже буду вылазить.
все вещи доставать с палатки и пробовать ловить. Сейчас как раз в это время самый-самый должен быть клев леща. Ну, посмотрим. Так, сейчас пока солнышко выглянуло, поставим на зарядку наш холодильник, потому что он работает со вчерашнего утра. 55%. Но потом солнце зайдет, уже не так будет. О, вот так вот отлично. Так, зарядка пошла, вот видно на экране. Очень мощная была поклевка. Я ее чуть не пропустил. Пока непонятно, как-то есть там или нет. Ну, точно было. Наверное, сошла. Потому что вот только что у Лада вообще крючок оборвало. И у меня вот, только я сказал. Короче, надо проверять поводки, наверное, обрезает. В общем, вот обрыв крючка. Причем вот только что у Лада и вот сразу у меня. Ну, видите, что там у тебя? Был очень такой серьезный тычок, да? Непонятно, пока идет тяжело, как бревно пока тащу. Ну, Ударов каких-то ну, если бревно, то это лещ. я пока не чувствую. Хотя вроде есть что-то. Да, уводит в сторону. Карась, похоже, карась. Да, карась. Ух ты. Неплохой, хороший. Так, да, крупный, блин. Как Так раз тут, подошли сейчас местные рыбачки, тоже рассказывают, что здесь хороший карась. смотри какой, да? Крупный карасик. Недалеко закидывал 3 белых. Очень хороший карась. Ну, поклевка такая была, явно карасиная. Как раз подошел убрать паука, который на кончике был, и клюнуло. Но судя по тому, что паук успел сплести паутину, то клевало не очень часто. Так, мощная поклевочка. Ух, что-то тяжеленькое. Ну, надеюсь, что в этот раз поводок не оборвет. Очень не хочется. Очень хочется рыбу достать. Тяжелая, блин. Тут еще камни у нас возле берега. Тоже опасная тема. И солнце светит. Я вот сейчас кручу и абсолютно не вижу, что происходит. Это кто? Ну, не карась. Подожди, так а что это такое? Это... Да, это похоже ясь. Рыба моей мечты. Похоже, да. Или подлещик. Не, наверное, Влад, а ну смотри, ну, вроде бы подлещик. Просто немножко какая-то морда непонятная. А, да, вот подлещик. Да, Есть подлещик. не такой рот, да. Немножко как бы... Я просто рот не высунул. Угу, да. Класс. Ну вот, кстати, это моя первая рыба на этой рыбалке, которую я достал. Так что уже как-то приятно. Ну, мы сегодня на мелочь не особо. Так, ну и, конечно же, я нажимаю кнопочку. Первая рыбка. Влад, а что у тебя на счетчике? Влада там уже говорит 2 или 3. У меня пока только 1.
вообще не боится. А кто это такой? Выдра. Какой-то хромой. Ласка или выдра. Кто шарит, пишите в комментариях. Тяжело идет. На всякий случай подсаку возьмите. Витя. Я пока не понимаю вес. Я ловлю на кормушку пулю. И она очень тяжело из воды выходит. Ну вот рыбка небольшая, но все же. Это похоже синец. Нет, это подлещик. Угу. Да, подлещик. Блин, пару ударов было и замолчало. Обидно. Пока снимал, чуть не упал. Если надо подсака, говори. Хорошая. Иду. Пока что сидит. Когда я доношу своей победы, я никак не могу почитать статистику. Вот только что говорил, надо червяков менять. Хорошая. Карасидло, наверное. Ух ты шо! Ух, там что-то такое, да. Что-то такое, да-да-да. Сердечко бьется. Это, по-моему, дядя Лещ. Это желтенький. О, Красивенький. Лещ. хорош. Да, такой золотой. Что, опять на опарыша, да? На 3 или на 4. Как мы Хорош. дали, Витя нас обловит. Ну, А если пофоткаться даже с ним можно. С таким-то. Не жалко. Абы не съелся. Красивый, сопливый. Вот таких здесь надо ловить. Еще и побольше. Такой-то еще килограмма 1,5, наверное. Да ты шо, хорош. Тоже, да, какой-то подлещик? Это подлещик, да, небольшой. Да. А плотва была, да, какая-то вчера, по-моему, одна? Теперь Одна была плотва, а вот так вот, я смотрю, подлещики идут в основном. Но это нормальная ситуация. Нас устраивает. одна густера, одна плотва, карась и подлещик. Подтягивай. Так, у меня поклевка выровняла. Так, клюет. Есть. Только забросил. Подошла рыбка. Подсак? Ну да, подсак возьми, потому что здесь камни. Бьет хорошо. Очень хорошо. Давай, давай, Влад. Подмоги. Хоп. Давай сейчас там крючком не Подлещик. Не заскилось. Хороший подлещик вот такой. Это тут спасибо. Ты просил там не. Ну вот. Не вижу. Мы вчера приехали уставшие, особо рыбалкой не занимались. Если бы хорошо закормили, может и вчера бы было более-менее. О, это уже хороший. Ну тоже подлещик, судя по всему. Я так понимаю, что
той точки идут подлещики. Там, где подлещики, там и лещики. Дэн, рассказывай. А была поклевка мощная. Заходить не. Очень мощная поклевка, тяжело тянулась вначале, а потом как-то легко, а сейчас опять тяжело, непонятно в общем. Не, что-то вроде бы есть, да? Да, есть, что-то есть. Есть подсак. Витя? Хорош. Был просто момент, когда вообще Говорящий. ослабло Ну что такое? напряжение, ослабло, ну, нагрузка, и я подумал, что там ничего нет. Хороший, блин, аппарат. Без сопротивления. А я уже думал, что там ничего нет. Подлещик. Обед, середина дня, самое пекло и подлещик. У Влада просто мега мощнейшая поклевка. Прям удилище согнуло, думали, сейчас сломает. Влад с трудом крутит катушку. Ебать, нет, не зашло. Ко мне не заходи. Так, надо, где там шнур? Запикает меня, да. Да, Витю тоже походу. Да-да. Его тоже. Он это на нас. Хорош, хорош. Хорош. Чисто на опариков? Ложи. Да. Все, я ложу, тогда сам тут уже разберешься. Да. Ух ты что, не клевало, я просто взял удилище, чтобы перебросить. Может, в этот момент... Витя подсаку. Нет пока. Капец. Вот это вот моща там. Освобождай. Тащи медленно. Капец. Ситуация такая, что подсака занята. Я уже освободилась нормально. А, ты его, это карасик, и ты его за бок тащишь. Поэтому и тяжело, да? Небольшой, но тянул, как будто бы там лещ в пятерку. Ты когда подсекал, ты его зацепил за бок. Еле крутил. А, вообще, еще и, смотри. Вообще за Он это... просто хавал корм. Ну, так карасик, значит, есть. Так, надо пощелкать тебе и мне. Хорошо бьется так. Смотрите, аппараты под берегом, да? Водит. Карась, Нет. лещ. Лещ. Но под берегом второй большой. Да, видите, второй золотой лещ. Ловит ближе всех и больше всех ловит. Ну вот видишь, у нас по нашему опыту все крупные были далеко, а под берегом мы ловили раньше здесь, нам не попадали. А в этот раз, Подними чуть-чуть, чтобы не бил об камни. видимо, они подошли сейчас просто крупные к берегу. Но я не буду менять дистанцию, я продолжу все равно ловить там. Хороший мощный удар. И что-то есть. Не знаю пока что, наверное, не крупное, но... Подсак надо? Да. Лучше подсак на всякий случай. Подлещик. Хорошо. Вечерний подлещик. Коллекция. Да непонятно, возможно, что-то небольшое. Ой, вот это был удар сильный. Так, Витя, давай
подсаку. Да, вначале вообще и шло, как будто бы там ничего нет. Поднимай там камни. Что-то есть. Подлещик. Да, подлещик. Неожиданный такой. Думал, не будет сегодня ничего клевать. На 5 опарыш. На этой рыбалке опарыш что-то лучше у всех работает. Так, уже вечер. Был большой перерыв в клеве, плюс мы еще ужинали. Вот только сели. Еще часик половить до темноты. И у Влада поклевка на дальнем удилище, как я понимаю. Погода идеальная, ветра нет. Практически штиль. И что-то там тяжеленькое идет. Подлещик, наверное. Да, подлещик. Хороший. Если сейчас его достану, это будет рекордная рыба. Это лещ. Это лещ, 100% лещ. Он как у Влада подсака согнулась. Значит так, делюсь с вами рецептом. Пенопласт и 3 опарыша. Я так вчера пробовал. Я же говорю, что это рекордно. Если сейчас достану, будет рекордный лещ. Вот. Ой-ой-ой. Блин, по камням так жалко. О, достал. И шо? О, даже вроде. Да. Карасик. Ого! Неожиданно. Жирная, да, с пенкой. Пенка и 3 опарыша. Я тоже закинул одну стенку. Вот такая жирная плотва. Ты прицепил пенопласт, и мы начали ловить таранку. Ну такая, как раз как надо размер для таранки. О, тараночная Вот тоже это хорошо. глаза. Это белоглазка. Да. Такой белоглазки такие. Да, глаз больше, чем голова. У Дениса произошла мощная поклевочка. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Ого, ждем трофей. Что-то есть. И это лещок. И это лещок. Очередной. Второй за сегодня. Очень хороший лещ. Ну-ка, клади его. Заценим. Хороший. Тоже пенка, 3 опарика. Так, отлично. Так, пора вешать пенку. У нас такая рыбалочка получается в этот раз не количественная, но качественная, как мы и хотели. Вся рыбка прям замечательная по размеру. Каневское водохранилище нас радует в очередной раз. Хорош.
Тоже, кстати, не золотой, но большой. Так, у Влада поклевка. Сегодня у нас 3-й день рыбалки. Последние часы. Скоро собираться будем. Понемногу ловим. Подлещики идут, белоглазки. Так, ну что ж, друзья, будем заканчивать нашу рыбалку. Сегодня у нас уже 3-й день, как мы находимся на берегу Каневского водохранилища. Надо не засиживаться, пораньше поехать, потому что нам еще далекая дорога, плюс еще вещи собирать. В общем, будем собираться. Сейчас, как всегда, мы покажем наш улов. Вот. И, кстати, вот хотел показать, я вначале говорил, что мы будем по такому счетчику считать. Вот, у меня, видите, 10. То есть я поймал за все вот это время 10 штук, но, и, кстати, у Влада, по-моему, то же самое. А ну сейчас Влад тоже достанет свой. Да, тоже 10. Ну и Витя поймал примерно, у него, конечно, счетчика нет, но примерно поймал то же самое, плюс-минус. Вот, значит, в чем фишка этой рыбалки? Конечно, в прошлом году мы здесь поймали по количеству и по весу гораздо больше. Туда мы поймали что-то 20 килограмм за такой же период рыбалки. Но в этот раз мы поймали поменьше, конечно. То есть получается за все время всего каждый по 10 штук. Но фишка в том, что не было никакой мелочи. Никакой там тюльки, вот этой такой мелкой плотвы, густеры, всего этого не было. Вся рыба, в принципе, такая довольно достойная. Лещи, подлещики, крупная плотва. Карась хороший. Карасей, пару кстати, поменьше, карасей поймали, в принципе, максимально. За все время, что мы на этом месте были, в этот раз карасей у нас рекордное количество. Так, ну и теперь показываем наш улов. Садок поставили надежно в этот раз. Ну вот так вот. Вот то, что я говорил, что по количеству не сильно много, вот брызгает как, капец. Но зато очень качественно. Во. Такой у нас улов получился.